Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и подробно я сегодня вам расскажу о вот этом смартфоне. Напоминаю, что в прошлом году 14 Pro я утопил после того, как купил его. Посмотрим, сможет ли он снимать под водой, и после этого вы уже узнаете результаты остальных тестов. Если говорить о результатах от остальных тестов, разумеется, они все проводились до того, как я вот этим вот извращением начал заниматься, это раз. И два, надеюсь, вы поставите лайк, потому что кто еще из блогеров до миллиона, без всяких там спасибо магазину, купил яблок, во всяком случае 3 модели я купил, и рассказывает вам про то, что 2 с лишним часа эта штука заряжается, 2 часа 16 минут. Про то, что тач здесь всего на 5 пальцев, и он хуже любого смартфона за 200 с лишним долларов, справляется с тем же PUBG, если правильно смарт подобрать. Ну, еще про много всяких причин, включая то, что торцовая вот эта вот часть у него, торец, рамочка, выглядит всегда, как будто это бэушка. И еще много всяких вещей вы узнаете. Но в целом вот так он сможет снимать под водой, без воды. И да, шим вы не зря видите, еще здесь есть шим. Вот так. Вот этот смартфон, это 14 Pro Max, был у меня в использовании в течение года. И весь этот год я на него так и не сделал обзор. К слову, может быть, все-таки сделаю. Он у меня в ужасном состоянии, я его, соответственно, заменяю и буду использовать для подсъема 15 Pro Max. Я уже говорил, что на моем канале почти все ролики снимаются именно на яблоке. Если говорить о яблочных устройствах, иногда я сравниваю с iPhone 11, андроиды. Если говорить о всей линейке, я о ней вам расскажу обязательно постепенно. Про iPhone 15 я тоже рассказал. И почему назван ролик «Разрушаем мифы». Потому что очень много вещей, которые есть в яблоке, являются плюсами, но в то же время есть вещи, которые являются огромными минусами. Но, к сожалению, не все хотят их видеть. В первую очередь, разумеется, фанаты. Во вторую очередь, все остальные, потому что продавать яблоки, разумеется, выгодно. Если говорить об этом устройстве, оно стало меньше, он стал мощнее. У него, в принципе, точно такой же экран. Я не скажу, что он стал лучше. Ну, они не говорили, что он стал лучше. Насчет рамки, да, держать в руке намного его удобней, да, внешний вид у него интересный, но все равно ощущение, что у тебя бэушный материал в руках. И, повторяюсь, если вы поищете в интернете, сколько стоит тонна титана и сколько стоит тонна стали хирургическая, которая использовалась в 14 Pro Max, вы поймете, что вполне возможно яблоко купило это дело еще дешевле, чем сталь. Если говорить о возможностях камеры, камера снимает шикарно. X25 зум просто волшебный. То есть, если в других устройствах, я говорю, это все дело бесполезно, здесь это классно реализовано. Воды, как вы видели, смартфон не боится, он и не должен бояться. Я провел тесты в игре на нем, в онлайне на Твиче, на лайв-канале есть запись. И, в принципе, ничего хорошего он не показал. По каким-то суперспособностям относительно прошлой модели, разумеется, это Type-C-шник, вы и так знаете. Когда они заменили рычажок механический на кнопочку, я лично не обрадовался, потому что я ношу эти дела в чехлах ОАГ-шных, и до кнопки мне дотягиваться в этом чехле довольно сложно. Когда пимпочка торчит, намного проще. На в пятнашке, допустим, я его запихал в чехол, и ты легко достаешь до этой пимпочки. Если там кнопка, то тебе тяжело прожимать. Не всегда происходит касание. Вы увидите сравнение по видео между 15 Pro Max и 14 Pro Max. И в резюмирую я скомпилирую для вас все недостатки, потому что недостатков и правда много. И некоторые из них и правда критичные. Я не говорю про цены, потому что по большому счету, давайте откровенно, яблоко подняло цены только на Pro Max, правильно? А доллар все равно за этот год благополучно инфляционно просел, и было бы логично, что они как Xiaomi, допустим, какие-то космические цены на свои новинки лупанули, сделали, но они этого не сделали. На чем они сэкономили, вы сейчас узнаете. Смотрим. Распаковка. Упаковка пришла стандартная. На ней есть краткие характеристики, название и изображение модели. В комплекте мы имеем сам смартфон, руководство пользователя и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Чехла, блока питания и защитной пленки нет. Вес смартфона 221 грамма, габариты 150
69 на 76 на 8,3 мм. И в тысячный раз повторяюсь, когда рассказываю про айфоны, ни в коем случае не носите их без чехла, иначе они будут превращаться в тыкву очень быстро. Да, возможно, вы их, как и я, не разобьете, но пару падений, и они все равно будут, как и все, поцарапаны. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку, комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. 15 Pro Max, как и 15 Pro, можно приобрести в черной, белой, синей, титановой расцветке. К слову, когда я приобретал его по предзаказу, даже по предзаказу через час уже не было на 256 гигабайт белой расцветки. Раскупали его быстро. Но опять же, мне кажется, это искусственный хайп. Тыльная часть выполнена из матового стекла, рамка титановая. Опять же, не чистый титан, а сплав. И тут не факт, что этот титан реально дороже, чем сталь в прошлой модели, чтобы вы понимали. Ну и с фронта стандартный Ceramic Shield с неплохим олеофобным покрытием. Защита от влаги стандарта IP68. В начале ролика вы могли наблюдать, как смартфон вывозит погружение в воду. Не погиб, и это хорошо. В руке лежит смартфон приятно, но он большой, довольно увесистый. Хотя я лично уже привык, так как до этого я использовал 14 Pro Max, а он еще тяжелее. Одной рукой пользоваться смартфоном затруднительно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости и новая кнопка, на которую можно повесить любую команду из представленных в настройках. Как вы поняли, данная кнопка пришла на замену механического переключателя звука. И по мне это плохое решение, первое, потому что с защитными чехлами, допустим, от ОАГ, вы не можете до этой кнопки нормально дотянуться. Второе, начинаются эти танцы с бубнами, что людям нужно туда заводить по 3 касания, по 4, и появляются к самой же Apple претензии. Хотя по мне одна функция более чем достаточно. Ну и завести туда можно, разумеется, что угодно. Разъем Type-C версии 3.0 до 10 гигабайт, что уже лучше, чем Type-C 2.0, который стоит в том же 15. И да, он идет в комплекте с кабелем USB 2.0, а не 3.0. Но вы можете любой кабель использовать 3.0, iPhone не выгрузил под это дело ограничения. Не только родными. Разъем поддерживает технологию OTG и DisplayPort. Далее, на корпусе имеются микрофоны и динамики. Звучание здесь, разумеется, стерео. Качество звука приятное, объемное. Ко всему, громкости, разумеется, более чем достаточно. Для персонализации звучания в приложении «Музыка» есть готовые предустановки и настройки звука. Мини-джека и ИК-порта нет. Вибромотор тактильно приятный, но не настраиваемый. Точнее, настройки есть, но они минимальные, это раз. И два, у OnePlus все равно вибро лучше. Летим дальше. Смартфон оснащен Super Retina XDR OLED дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2796 на 1290 пикселей и плотностью пикселей 460 ppi. Что неплохо, но совсем не топовая плотность пикселей. Напоминаю, есть флагманы с 500 ppi и выше, и экран там выглядит получше, хотя яркость у них пониже. Динамический остров стандартно на борту для отображения оповещений и действий в режиме реального времени, а также Always On Display с интеллектуальными алгоритмами для экономии заряда батареи. Поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG. Из интересного есть режим ожидания, в котором смартфон может отображать время, фотографии не только, а в ночное время экран автоматически тускнет. Контрастность 2 миллиона к 1, широкая цветовая гамма 100% DCI-P3, матрица экрана абсолютно плоская, рамки стали намного меньше. Максимальная яркость 1000 нит, пиковая яркость 1600 нит и пиковая яркость на солнце 2000 нит. Экран очень яркий, и круто, что даже экран у пятнашки имеет такую же яркость. Только герцовку пятнашки 16 Гц за $800. Сюр. Используется технология адаптивной частоты обновления экрана у 15 Pro Max до 120 Гц. Шим выше 40% не поднимается. Показатели шима я бы назвал средними, так как, к примеру, у Samsung шим поднимается до 100% и выше, а у остальных смартфонов других компаний шим в районе 20-30%. Но здесь он все равно за 30% выползает на 30% яркости, которую чаще всего используешь в помещении. Если говорить про мультитач, то, на мое удивление, экран откликается всего на 5 касаний одновременно. И да, я отнесу это к минусам. Разумеется, Apple объясняет, что залочено под 5 касаний по той причине, что это безопасно, но неужели другие бы производители так бы не делали, если бы это реально было про безопасность? Думаю, делали бы. Разблокировать экран можно при помощи Face ID, срабатывает данная система отлично. Зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица, плюс еще лицо в маске, но персона только одна. Установлен новый бионический чип A17 Pro с техпроцессом 3 нанометра с 6 ядрами, максимальная частота которого 3,7 ГГц. Также смартфон имеет новый 6-ядерный графический процессор и новый 16-ядерный нейронный движок. Если говорить про прирост, графический процессор стал быстрее на 20%, трассировка лучей теперь аппаратно ускоренная в 4 раза, процессор имеет прирост до 10%, а нейронный движок работает в 2 раза лучше. И все равно все это дело не спасает этот смартфон в моих обычных тестах в PUBG на Твиче. Можете посмотреть на лайв
в канале, он все так же сбрасывает яркость люто, притом в 6 раз, также рандомно ее восстанавливает. Я не знаю, как можно считать, что это прям супер-мега устройство, когда другие устройства на андроиде в 4 раза дешевле вывозят игры без лагов, с одновременным стримингом и без сброса яркости. Позор на яблоко. Они еще тяжелые игры сюда собираются загрузить. Посмотрим. Интерфейс iOS 17, оперативная память 8 гигабайт, было 6, напоминаю. Внутренняя память 256, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E серии, VoLTE, VO Wi-Fi, поддержка eSIM, 5G сетей и ниже. И напоминаю, если вы будете покупать яблоко из США, там будет только eSIM. Если будете покупать, допустим, яблоко у Китая, то там будет 2 физические сим-карты. Есть варианты с одной физической сим-картой. У меня с одной физической сим-картой, ну и, разумеется, с eSIM. Для 4G 7 и 20 бенды на борту можно завести 2 активные eSIM и хранить 8 и более eSIM. Связь смартфон ловит хорошо, звучание при звонках отличное, микрофоны отрабатывают хорошо и датчик приближения за время использования не подводил. Bluetooth версии 5.3 NFC поддерживается. Высокоточный двухчастотный GPS с поддержкой GPS GLONASS Galileo QZSS Beidou Navalk. Из датчиков на борту лидарный сканер, Face ID, барометр, гироскоп, акселерометр, датчик приближения и двойные датчики внешней освещенности. Переходим к интересному. Емкость аккумулятора стала чуть-чуть больше, 4442 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку до 30 Вт, беспроводную зарядку MagSafe до 15 Вт и стандарта Qi до 7,5 Вт. Заряжается от 0 до сотки у меня за 2 часа 17 минут, притом всеми зарядками, и от Xiaomi он тоже заряжается. За час просмотра видео на YouTube уходит космических 11% заряда при 100% яркости по Wi-Fi. В играх с одновременным стримингом за 1 час уходит 25% заряда, но яркость, повторяюсь, он сбрасывал там люто до 250 люксов. С самого начала у него была яркость 1300 люксов. Сенсорный отклик не самое лучшее, что я встречал, плюс еще и пинг проседал. Ну, пинг проседал, возможно, из-за того, что я не тот сервер выбрал, но отклик — это вот просто про экран. Это когда ты пользуешься андроидами с топовым экраном и потом переходишь на яблоко для того, чтобы играть. Ладно, я пользуюсь iPhone 14 Pro Max, но я на нем не играю. А играю только на смартфонах, которые я тестирую. И вот сейчас, когда я тестирую яблоки и играю на них тоже, это, конечно, разочарование уровня очень высокого. Перейдем же к тестам. В Antutu iPhone 15 Pro Max выдал 1,5 миллиона попугаев. Storage тест показал очень скромные 74 тысячи. Сколько он выбил в Geekbench, вы видите, все больше, чем раньше. Сказать, что цифры какие-то заоблачные, да, но что это дает? Ну и то, ради чего большинство покупает эти смартфоны. Основной блок камер с тыльной части имеет светодиодную вспышку True Tone, основной сенсор на 48 мегапикселей с апертурой 1.78 оптической стабилизацией, сверхширик на 12 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов, телефотосенсор на 12 мегапикселей с апертурой 2.8 и оптической стабилизацией, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, это прям лютый фейл, 8К не завезли, 4К для 120 FPS тоже нету. Почему это фейл? Потому что 8К нужно для кропа, а когда у тебя устройство стоит таких больших денег, ну можно было бы его как-то добавить, хотя бы 8К 30 FPS. Смартфон имеет 5-кратное оптическое увеличение, 2-кратное оптическое уменьшение и 10-кратный диапазон оптического увеличения и 25-кратный цифровой зум. Фронтальный сенсор True Deep на 12 мегапикселей с автофокусировкой, апертура 1.9. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. Отмечу, что все сенсоры имеют достойную картинку на выходе, макросъемка, сверхширик 24 мм, 28-48 при использовании 2-кратного оптического зума и 120 мм при использовании 5-кратного оптического зума. Пространственные ролики предназначены только для Apple Vision Pro, который еще не продается. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 60 FPS, 15 Pro Max и 14 Pro Max, и я понимаю, как вас достали из всех утюгов про айфоны, но хайп закончится, они один раз в год выпускаются, и потом будем уже обозревать другие железки. В конце концов, вчера у меня был, допустим, топ. Вот так примерно вы сможете снимать с двух рук. Напоминаю, что 14 Pro Max он немного тяжелее, он немного толще. И вот, кстати, по поводу картинки я даже не знаю, какая мне больше нравится. Ну, и он у меня ушатан капитально. То есть я год снимал обзоры на, получается, 14 Pro Max. Ну, плюс еще 13 Pro у меня работал. Вот. И в целом, я не знаю, наверное, лучшее сравнение может быть только сравнение, но нужно всегда помнить, что как бы яблоко не оптимизировало ничего, как бы Samsung ничего не оптимизировал. При любом раскладе они будут все равно допиливать что камеру, что операционку, что, не знаю, работу по открытию приложений, потому что на 14 Pro Max есть некоторые вещи, которые открываются пока быстрее почему-то. И в целом
Smart, что один, что второй, разумеется, максимально достойно. А минорные ли изменения в линейке? Да, скорее всего, нет, потому что это Type-C-шник, и телефото X5, и вообще очень много всего изменили. И процессор помощнее. В целом, вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. Если встать и попытаться разглядеть, у кого что лучше получается, я даже не знаю. Напишите, как у вас по ощущениям, потому что дальние объекты, вот, допустим, те же деревья, мне кажется, Ctrl-C, Ctrl-V одинаково выглядят. Если говорить о деревяшках, деревянный пол, и там натуральный. По поводу шумов, опять же, мы сейчас благополучно пройдемся до того места, где их будет очень много, и вы сможете там оценить, насколько хорошо эти два девайса отрабатывают ночью. Напоминаю, что, опять же, без источников освещения вам никакая камера ни за 10 миллионов долларов, ни за 100 миллионов долларов снимать отлично не будет. То, что у нас уже смартфоны снимают в том качестве, что почти весь контент в интернете создается при помощи них, это очень круто. Конечно, камера используется и для 8К, и когда у тебя широкий карман, не знаю, и большое количество людей. Но если человек сам себе режиссер, то яблоки, даже не знаю, какая-нибудь там 13-я версия, 12-я версия, 10-я, 11-я. Ну, 11-я, вот 11-я уже можно на YouTube спокойно снимать любые ролики. Желательно, конечно, внешний микрофон, потому что мне микрофоны у яблок категорически не нравятся. Но многим этого достаточно. Да и самим яблокам. Опять же, у них есть свои плюсы в этих микрофонах и свои минусы. А насчет того, зачем так долго такой длинный кадр, смотрите, а смысл ночью тестировать не длинным кадром, если как раз вот эти вот все смазы, когда он ловит зайчика, когда вы видите сбой FPS, они видны только на длинных участках. То есть, если брать те же Huawei, они фокус теряют не часто, но они теряют, если на длинном участке. Яблоки фокус теряют реже, по моему опыту. Молнии там, может быть, вы даже увидели. Так что в целом где-то вот так. Ну что же, мое любимое развлечение — съемка в лифте с двух устройств. Оба iPhone Pro Max, один 14, другой 15. И во всяком случае, потому что вижу я на картинке сейчас, мне кажется, что снимает лучше 14 Pro Max. А насчет микрофонов понятия не имею. Если брать ультраширик, то 14 Pro Max не может переходить, а 15 Pro Max может переходить на ультраширик. Очень странно, кстати, почему они так сделали. Ну и смотрим видео. Максимально здесь у нас 1.6, допустим, 1.6. Zoom 3, 6, 8 на сейчас по 8. Дальше идем 10, 9 по 14 Pro Max и 15 у 15 Pro Max. На штативе, но я чуть-чуть их двигаю все-таки. Вообще у того и у другого все неплохо, но... Ага, и яркость сбросил 15 Pro Max, шик. Вы сможете снимать серфером благодарящим образом с айфона. Мне и там картинка красная, но опять же условия сложные, потому что, как вы понимаете, брызг много. Если поставить на паузу, то, наверное, вы увидите разницу. Может быть, вы не увидите. Какой-то другой смарт, разумеется, не боится воды. Это абсолютно естественно для айфонов. К сожалению, на 14 Pro Max ультраширик переключить нельзя. На 15 Pro Max можно.
Напоминаю, что все тесты проводятся максимально колхозным образом. Почему? Потому что никаких RAW форматов я здесь не включал. То есть, что у меня как смартфон работал, так и работает. Если вы для себя решили, что вы фотограф, вам нужно фоткать в RAW формате. Слева у нас iPhone 15 Pro Max, справа iPhone 14 Pro Max. И здесь у нас апертура 1.8 ISO 3200 оказалась, здесь у нас оказалась ISO 2500 и апертура 1.8. А что нам это дает? Здесь сравнивать максимально сложно, как вы понимаете, потому что по большому счету, во-первых, ужасные условия для съемки. Давайте посмотрим на, допустим, вот эти лежаки. 15 Pro Max все-таки лучше, и бочка вот эта синяя, она более синяя. То есть, если говорить про ночную фотографию с максимально неприятным освещением, то все-таки лучше справляется 15 Pro Max, даже учитывая, что, повторяюсь, когда смартфон выкатывается, он при любом раскладе будет допиливаться прошивкой. И со светом, а вот со светом, по мне, меньше зайцев поймал 14 Pro Max. Так, сейчас мы сравниваем ультраширики. Вот здесь у нас 14 Pro Max теперь, слева. Видите? ISO 80, апертура 1.8. Справа у нас iPhone 15 Pro Max, апертура 1.80, ISO 80. По насыщенности нравится больше 14 Pro Max. Но цвета правильные передает 15 Pro Max. Вот так все. Не так ярко. Проще говоря, 14 Pro Max чуть-чуть выкручивает. Если говорить про детализацию, то, ну, разумеется, пятнашка лучше себя показывает по детализации в каких-то моментах. Допустим, мне кажется, что здесь стена более структурирована. Если говорить про детали, не такая и большая разница. То есть, по большому счету, если вам нужна фотография с яблока, вы можете брать и 14 Pro Max, совершенно свободно фотографировать в RAW формате, и все. Мораль-то в этом в первую очередь. Но в целом смарты фотографируют на ультраширик просто классно, по-другому не сказать. Хотя к реальности именно по цветам ближе 15 Pro Max. Вот она натуральнее здесь. Ну и селфи. Селфи в портретном режиме на 14 Pro Max и на 15 Pro Max. Как говорится, найдите где что, если я вам сейчас не покажу сам, да? 15 Pro Max слева, 14 Pro Max справа. Апертура 1.9 ISO 250, здесь у нас апертура 1.9 ISO 250. Ctrl-C, Ctrl-V. Вижу ли я здесь разницу в качестве фотографии у одного и второго смартфона? Я вам скажу нет. То есть для меня съемка идентична полностью, как будто один и тот же девайс снимал. Но еще одна ночная фотография, последняя. В принципе, 14 Pro Max слева, 15 Pro Max справа. Вот так вы сможете снимать ночью. Здесь очень четко и видно почему-то, что 14 Pro Max справился лучше. Видно вот по этим номерам. Прям конкретно лучше. То ли сфокусировался быстрее. Хотя он у меня, повторяюсь, поцарапанный и видавший виды. В целом, фотографии неплохие. Если говорить про использование телевика, это неудобно, я вам скажу сразу, нужно отходить на метров 15, вот, чтобы хорошо сфотографировать на телевик. По съемке видео вы увидите телевик, но повторяюсь, что телевик — это такая штука, на которую люди снимают, потому что, по мне, им больше делать нечего. Если ты снимаешь объект, ты его снимаешь. То, что он есть, это хорошо. X5 супер. Ну и все. Не смог я пройти мимо. Вот это максимальное увеличение для фото. ISO 32, апертура 2.8. И это максимальное увеличение для 15 Pro Max, ISO 50, апертура 2.8. Ну круто. Ну вот просто круто. Здесь, если мы также увеличим сравнение, вот в чем разница будет. И для тех, кому нужны дальние объекты, да, здесь must have. То есть тут даже сравнивать нечего, и смысла нет сравнивать, если нет телевика X5. Примеров мало не бывает. 4К 60 FPS, ультраширик, основная камера, X2, X5. Вообще плавно он переключается, если вы обратите внимание. Даже очень плавно. Вот это X1, и даже если пробежаться, стаб отрабатывает. Немного съемки движения, как говорится, куда же без нее. Разговариваю в шлеме, еду медленно, ветер, и работает основной модуль. Вот так вы сможете снимать на основной модуль движения, если будете где-то как-то катать. Разумеется, лучше так не делать, но если очень хочется, нет вокруг никого, то, как говорится, почему бы и нет. Картинка, конечно, классная. Если переключить на ультраширик, все это
дело выглядит прикольнее. Ну и вообще даже прилично так. И сейчас будет X5. X5 движение. 2. В принципе, достаточно повторяю, что у Яблока не очень хороший микрофон, и мне кажется, вы меня не слышите. Как всегда, немного покажу, как моется байк. Точнее, как вы сможете записывать то, как он моется на видео. В других моих роликах я также мучил камеры. Кому-то, может быть, будет интересно. 4К 60 FPS, ультраширик, и туда я не пойду, там могут быть змеи. Это X1, это X2, это X5. А если вы захотите делать X15 на видео, то будет вот так. Но по мне, вот чтобы вы понимали, как это далеко, сейчас сразу на ультраширик X5 и X2. Вот так будет обычная фронталка работать днем. Пена с байка. 4К 60 FPS, и даже здесь я могу найти шаверму. Все стандартно, как и у нас. Даже тот же Хайнс. Еще один небольшой пример зума. Это ультраширик. Это основа. Это X2. Это X5. А теперь мы на X15. Даже можно прочитать надпись. На фото, повторяюсь, максимум X25. 4К 60 FPS, как говорится, всем фудблогерам посвящается. Вот так вы сможете снимать еду в помещении без дополнительного освещения, к слову. Это X2, это X5. И да, разумеется, без доп. Освещения будут шумы. Всегда. Или не всегда. X2, X5. 4К 60 FPS, ультраширик. И вот так вы сможете снимать пейзажи. Хорошо, что можно переключаться на основной модуль X2, телевик X5. И максимум нужно делать зум. Вау! Вот это вау! Это я с рук снимаю. Немного примеров ночной съемки. 4К 60 FPS, основной модуль. И вот так вы сможете ночью снимать на Яблоко. И вряд ли кто-то будет мне рассказывать, что основной модуль у Яблока кому-то может проиграть из смартфонов. Хотя, может быть, кто-то и может. Я так не считаю. Это X5, это X2, это X1, это 0.5. Сейчас идет дождь. И смартфону, конечно же, совсем тяжело. Ну и немного ночной фронталки. Максимально сложные условия. Без чехла. Ночь. И вот так вы сможете снимать себя в движении ночью при легком дождике. В целом, ни один из смартфонов, которых я знаю, повторяюсь, без хороших источников освещения, снимать не способен, так же, как и не способна снимать никакая камера. Насчет микрофонов, тысячный раз повторяю каждый отрезок, что Яблоко это не про топовые микрофоны, к сожалению, но по ощущениям в пятнашке они стали чуть-чуть лучше. Pro Max. Но опять же, это по ощущениям. Ну что, немного киноэффекта на фронталку, ничего не поменялось. В принципе, я надеялся, что появится 4К 60 FPS, но нет. Киноэффект хуже не стало, роллинг шаттера не появилось, все работает отлично, и многим эта функция будет полезна. Практически, мне кажется, весь интернет в шортсах использует именно ее. Не только на YouTube, но и на других платформах. Так, вот сейчас эксперимент по фэншую со штативом, максимум зум X1, X2, X5. Сейчас будет X10, X12, X15 максимум по видео. По мне картинка не идеальна, но смотрибельна. И чтобы вы понимали, как это по-настоящему далеко, еще раз.
Вот так. Вот сейчас мы на ультраширике. И немного примера фронталки в помещении. Я хочу, кстати, отдельно отметить такой момент, что все равно смартфон уникальный. То есть, как бы я не резюмировал даже для вас, если вы берете, допустим, его характеристики, он может снимать просто нереально круто. Опять же, этот киноэффект лучше никто не снимает. Второй момент. Помимо этого, у него есть возможность использовать его как консоль потом, потому что все эти игрушки, которые они обещали выгрузить, они их выгрузят. И это нереально круто. Плюс, я уверен, под яблоко будут делать еще чертова туча брендов эти игрушки. Третий момент. Для виженов, для очков объемное видео может снимать. И сегодня мы смеемся, это как будто не нужно, а по факту это просто огромнейший шаг вперед. То есть снимать такое не может ни один телефон, в принципе. И если они его грамотно реализуют, это все, то это будет нереально круто. И хвалить смарт есть за что. И то, что он легче стал, вот для меня, вроде бы 20 граммов, но разница просто огромная по сравнению с тем, что я носил 14 Pro Max. То есть я ощущаю эти 20 граммов очень сильно. Намного легче и удобнее снимать. Вот. И в целом вот так работает фронталка. Минусы: сбрасывает яркость в играх, нулевой комплект, есть приличный шим. Отмечу, что сейчас уже можно переключаться между ультрашириком и основным модулем в 4К 60 FPS, хотя в 14 Pro Max это все еще с новой прошивкой не прилетело, очень странно. Много функций приложений, разумеется, не работают в Российской Федерации. Ну и марки корпус, потому что то, что я вижу у рамки данного смартфона, вызывает опасения. Такой винтаж, как будто вы их уже использовали лет 7, эти смартфоны. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промокоды. Всем огромное спасибо за просмотр. Ну и резюмируя, соответственно, как всегда, стандартно на камеру собственного девайса. Давайте мы пройдемся по проблемам яблока, потому что по достоинствам мы прошлись очень даже хорошо. Смотрите, здесь нет мини-джека, нет инфракрасного порта. Для некоторых эта штука важная. Следующий момент. Для некоторых штука важная, что нужно будет искать iPhone, это будет чуть дороже, с физической симкой. Потому что без физической симки из того же США будут самые дешевые смартфоны, но, согласитесь, это несет определенные минусы. Третий момент. Разумеется, их могут заблокировать на территории России, и когда говорят это невозможно, мы в последнее время наблюдаем на некоторых количество вещей и в технологиях тоже, которые вроде бы невозможно, но они происходят, к сожалению. Если говорить о конкретно этом девайсе, я разочарован, что он все еще сбрасывает люто яркость в играх. То есть для меня это фейл. Второй момент — шим. Шим очень-очень неприятный на 30%, выше 30% шим — это все равно плохо. Это не хороший показатель шима. Очень плохо, что нет отклика больше 5 пальцев. Если вы посмотрите отзывы людей, даже как у меня, владельцев айфонов, они скажут, что сенсорный отклик именно у яблок, он хуже, чем у топовых андроидов, притом значительно. Если говорить о работе фронталки, она сейчас перекручивает цвета. И в 14 Pro Max почему-то тоже такая же беда началась. Я, понятно, что снимаю всегда на основной модуль, и там намного лучше. Но если вы, кстати, посмотрите обзор одним кадром на лайв-канале на 15 на основной модуль, вы поймете, что не так все волшебно. А в одних и тех же условиях я прогоняю разные смартфоны и вижу разницу. Так вот, 15 справилась не лучше всех остальных. Повторяюсь, что я выбираю для себя iPhone для подсъемов только по той причине, что у iPhone лучший автофокус. Не лучший объем, не лучшая картинка, не лучшие микрофоны. И если говорить о конкретно этой модели, то мне при любом раскладе надо было бы обновить мой смартфон, потому что он у меня падал много раз, а так как все советовали, крупные блогеры, попробуйте покайфовать и поносить смартфон без чехла. Если он без чехла, то он у вас падает, начинает хуже работать, и вам приходится переходить на новый, либо вам придется его ремонтировать постоянно. Так вот, носите по-любому смарт в чехле. То, что более хрупкий он стал относительно прошлых моделей, вы и так прекрасно знаете, миллион дропов было в интернете. Дроп сделать просто, покупаешь Google Care на 2 года и за $45 тебе крышку меняют. Я не яблочник, это не мой основной контент. Повторяю, что больше половины смартфонов Apple, которые у меня есть и которые я использую для сравнения подсъемов, я на них даже обзоры не делал. Допустим, на 15+, на 14 Pro Max.
год прошел. На эту линейку мне интересно сделать по той причине, что я ее планирую использовать и использовать как эталон. То есть сейчас как эталон в играх ее точно использовать нереально, как эталон в съемке фронталки то же самое, слишком все явно перекручено. И в целом зум, вот зум классный. Брать этот телефон или нет, разумеется, решать вам. Я вам советую всегда любой девайс, любую железку, неважно, как вам о ней рассказывают и как вам ее хочется, соизмеряйте со своей зарплатой. Если после уплаты всех кредитов, ипотек и налогов у вас остается сумма, равная стоимости этого смартфона, покупайте. Если нет, покупать не идеальный продукт в долг, по мне, максимально неразумно. Почему? Потому что у Android устройств за цену в 3 раза меньше существует бешеное количество девайсов, которые в некоторых моментах будут лучше. Да, невозможно найти смартфон, который будет лучше во всем, но в отдельно каких-то взятых моментах их просто море. Начиная с фотосъемки, можно приобрести чуть ли не в 4 раза дешевле смарты, которые будут снимать. Ладно, без зума. И заканчивая съемкой на фронталку, потому что на фронталку S23 даже лучше снимает. По мне, там сравнивать нечего. Но опять же, яблоко будет допиливать, и мы посмотрим, что у него будет. Потому что у нас у всех всегда есть претензии, допустим, к Android устройствам с самого начала продаж. И мы говорим, ну они допилят. Вот яблоки тоже допиливают. Девайсу от меня однозначно бесконечная да. Напоминаю, что у меня есть 2 двоюродных брата. Это как раз вот в тему роликов, они живут в Москве, больше 20 лет, и ремонтируют айфоны. Вот как мне говорят там, можешь ты за кого-то отвечать. Вот за них я могу отвечать, ссылка на их телеграм-канал по ремонту яблок внизу. И у нас мини-бартер, потому что они мне помогут с роликом, как в ремонтах обманывают владельцев айфонов. Потому что меня недавно обманули, когда у меня айфон разбился заднее стекло, мне еще и поменяли помимо стекла экран на худший. Всем огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.